Юрий Капранов, подскажите, пожалуйста, когда можно ожидать ваш каталог в продаже? Все смакетировано, просто немного денег не хватает. Нужна большая сумма, чтобы запустить его в производство. Давайте немножко подождем сообща, попозже скажу тогда. Петерс, Елизавета, вы этим летом будете еще посещать Гурзуф? Да, я скоро буду в Гурзуфе, и можете мне туда писать, и я там проведу класс. Пока еще вот прям уточню на днях числа. Пока заявлен он на конец июля, но может быть он будет все-таки перенесен на середину августа. Интересно, темперой так бы получилось, как маслом, убедительно и мощно. Темпера, если по холсту писать, то, в принципе, она выдерживает пастозные мазки. Если по бумаге, то тоже можно и мастихином в том числе, но какой-то эффект, такой матовый, естественно, от масла глубже, богаче, многограннее. И темперы так, конечно, не напишешь, как маслом. И тем не менее, Серов, портрет Гиршман, написан темперой. Многие работы у него написаны темперой. Посмотрите, поизучайте. Это просто другое письмо, другое наполнение фактурное. По живописи, по видению тона, по удобству писать этой краской у меня нет никаких вопросов. Это просто одна из любимых моих красок. Джокер 14. Вчера на даче со скетчбуком. В скетчбуке карандашами и маркерами рисовал деревенский мотив Стажарова. Что вы можете сказать про этого художника? Великий маэстро, мастер, выверенные композиционные решения, мощная живопись, такая довольно-таки контрастная. Ну что, только хорошее сказать. У нас за спиной много учителей. Так что давайте смотреть разные работы разных мастеров и учиться перенимать самое лучшее. User RX. Вячеслав, не могли бы вы как-нибудь показать свои акварели с ландшафтами? Абстрактная импрессионистическая манера изображения хорошо подходит для масла. Даже у такого тупого человека, как я, ну, зачем же так о себе? На ее освоение ушло каких-нибудь 2 года бездарных попыток и горы неудавшихся этюдов. А потом словно прорвало. Внезапно изменилось восприятие окружающего мира. Так восприятие изменилось, вот и прорвало. На своих классах живых, да и в онлайн-школе, в уроках, я не учу писать, а вот замечать, видеть, организовать мышление пятнами, организовать. Вот это важно. И это очень сложно на самом деле. Это не сразу приходит. И когда оно приходит, вы это начинаете чувствовать, и живопись просто расцветает. Дальше продолжает RX. Теперь пытаюсь сделать то же самое в акварели, но плохо представляю, что должно получиться в результате. Очень хотелось бы посмотреть ваши акварели, только не голых женщин. Так, ограничение. Акварели Бато и других неоимпрессионистов, кто неравнодушен к водной краске. Почему-то все прячут свои работы. Ну, я прям не ощущаю себя прям акварелистом, но мне очень интересно экспериментировать. Ну, некоторые эксперименты, конечно же, покажу. Нужна хорошая бумага, 100% хлопок. И экспериментируйте на здоровье. Сначала водичкой ее прокройте, а потом пишите. User GQ. Подскажите, какой этюдник подарить начинающему художнику? Может быть, назовете фирмы, которые сами предпочитаете? Я как-то отходил
свое с этюдниками. У меня был итальянский этюдник, да он и есть, собственно, подольские разные, большой и маленький. И все же я склоняюсь к треноге, на которую ставлю там кассетник такой, да, с бортиком. У меня есть специальное видео, 308, где я об этом подробно рассказываю. Тренога алюминиевая, ее легко носить. И боксик с красками, все. Палитра, да, вот на которую я придумал и вешаю на эту треногу. Ну, продаются сейчас разные такие палитры повсюду, так что вы можете легко ее заказать. Ну, а если уж прям такой деревянный этюдник, он же весит, его, ну, как-то мне не нравится. Ну, подольский, конечно, но главное, чтобы он был удобный, чтобы картинки хорошо ставились. Я видел подольские современные этюдники, это какой-то просто у меня шок и трепет, потому что не поставишь этюд выше, чем, ну, вот там уровень палитры, да, какие-то эти вот кронштейны, они раз и падают. Ну, как это сделано? То есть все нужно, получается, дорабатывать самому. Ну, то есть просто с пристрастием смотрите, как поставится работа, как она уберется, чтобы все было удобно. Ну, вот у меня, если кто-то может посоветовать, посоветуйте определенный этюдник хорошего разлива. Надо футболку сделать Наутика 76. Я не профи, крашу как могу. Все работы по 100 баксов. А чего так ограничивать-то? Всего 100 баксов. То есть вы учились всю жизнь, вкладывали знания, все копили и 100 баксов за работу. Да. Стоит-то не количество времени, которое мы тратим, да, по написанию работы, а умение за такое короткое время написать. Это стоит дорого. Футболку, конечно, можно сделать, а цену напишите, что продаются. ДК. У вас картины как живые. Какое-то в них таинственное мерцание. Слава, расскажите, пожалуйста, про ваш холст. Что вы еще делаете с ним после покупки? Грунтую водоэмульсионкой. А чем краски разбавляете? Разбавителем. Без ни тройник, ни двойник, дерник. Называется растворитель для масляных красок, по-моему, без запаха. Спасибо, пожалуйста. Александр Ильин. Все-таки весело у вас на канале. Ну, это благодаря вам. Да, живопись можно много с чем сравнить. Главное почувствовать, что ты создаешь свой мир. И делать это нужно правдиво. Ведь настоящий художник должен быть правдив. Знак вопроса. Конечно, должен. Даже если он финтифлюшки всякие заворачивает, они должны как бы как указатель работать. Туда смотреть. Вот там живопись. Включай свои все ресурсы, все свои накопленные знания о живописи, сформированное видение, ну, как зритель, чтобы увидеть красоту, до которой ты, конечно же, уже дорос. Согласен, правда, убедительность в работе самое важное. Фундамент этого – тональные отношения, тоном надо мыслить. Очень многие пишут просто цветом, но тон не видят. Вот его это нужно развить. Видение тоном. То есть светлота разная у цвета. И этот вот цвет терракотовый, он может быть, например, в сумерках быть глубже. Его нужно все время подстраивать, связывать все элементы в картине воедино за счет понимания, что там, что светлее, что темнее. Вот и все. Сказать просто, но сделать трудно. Мы работали на лавандовых полях, а потом переехали в местечко Кукурон. Такой город, городок, деревня. И совершенно удивительный пруд, ресторанчики. И мы там провели целый сначала вечер, потом целый день следующий. Так что посмотрите, что мы там понаделали.
предлагаю вам отметиться в журнале и посмотреть еще одно кино, называется «Перекрестные мазки». Ну, пока.